В данной лекции по моей системе спасения гармоничного развития я показываю технологию, значит, при которой построение, значит, какого-либо элемента реальности происходит как возникновение данного элемента в данном месте, второе — взаимодействие с соседними элементами реальности, и третье — это проекция всех внешних элементов в область данного элемента с точки зрения его возникновения, то есть создания. Значит, когда я рассматриваю таким образом процесс управления, то первый принцип, о котором я сказал, возникновение элемента, например, в области какой-либо, элементом является ткань, может быть атом, предположим, какая-то молекула или же клеточная система. И при этом, при всем, если мы, например, в виде элемента реальности берем, предположим, более расширенную систему, как событие или там, например, человек, то принцип возникновения — это акт уже, значит, соединенный с проявлением воли Создателя. То есть возникновение — это есть так, и это есть то, что делает Создатель. И при этом получается, что когда мы говорим о возникновении, мы проявляем работу души в максимальной степени. То есть, например, если мы говорим в процентном соотношении, то здесь душа проявляется в 100% варианте. Когда мы говорим о создании данного элемента за счет взаимодействия с соседними элементами, то есть на принципе прямых связей, например, возле клетки находятся другие клетки, то мы говорим уже о структуризации сознания в ту область, где учитывается сознание внешней, так скажем, существующей области. И при этом акт Создателя, он распространен на то, что внешние области были созданы когда-то и кем-то, ну, в том числе и Создатель. А в данном случае, значит, проявляется во многом, так скажем, уже духовная структура и плюс ментальная, то есть мыслительный принцип управления, уровень пролонгации сознания в области, значит, которые таковы, что нужно осознать, что, предположим, воспринимает другой элемент и как он вообще, значит, реальность осознает, так скажем, как он ее ощущает и как он взаимодействует, то есть быть, если так можно назвать, элементом реальности, в том числе другим. То есть появляется принцип пролонгации собственного сознания на то состояние, когда ваше сознание функционирует также на 100%, так скажем, как бы функционировал и функционирует другой элемент реальности с его точки зрения. Это может быть животное, это может быть та же молекула, или же это может быть какая-то группа событий. При этом, при всем, ваше сознание охватывает все эти элементы так же, как, например, другие элементы сами себя осознают. То есть вы в этот момент в том элементе сознания не отличаетесь от объекта информации внешнего, с которым вы связаны. Таким образом можно развивать духовные характеристики по сопоставлению или развитию, значит, прилегающих элементов реальности, так скажем, с которыми вы непосредственно пересечены. А при этом понятие прилегания по отношению ко времени может быть управление будущими событиями, которые, ну, достаточно близки по времени. Например, следующие секунды, следующие минуты, ну, например, там, до часа и так далее. То есть прилегающее событие может быть и в том числе временная характеристика. Далее управление, которое осуществляется из проективной составляющей всех внешних связей, то там возникает необходимость, значит, осознания не, например, того элемента реальности, который, значит, вы имеете с точки зрения их взаимодействия с ним. Ну, то есть, если я беру рукой там диктофон или собираю там помидоры на грядке, то я, в принципе, ощущаю руками, или же, если я думаю в следующую секунду, я имею логическую связь развития в событийной части. Но если все внешние связи, то я имею в основном, значит, ту волну, которую я воспринимаю на сознании, и эта волна идет как совокупная волна, как с элемента обобщенных связей.
Но в данном элементе у вас задача всегда одна — создать элемент управления в той форме и в том виде, в котором этот элемент реализуется. То есть получается, что, в общем-то, здесь ситуация такова, что вы должны получить в любом случае из любого из трех, например, видов, в данном случае управления, получить одно и то же. И вот на сопоставлении как раз-таки того, что есть одно и то же, то есть получается, что мы можем один и тот же элемент реальности получить разными способами. Вы должны это в качестве самостоятельной практики рассмотреть тот принцип создателя, который говорит о том, что, значит, можно получать одно и то же разными путями, а следовательно путей можно создать в принципе бесконечное множество. И из технологии получения одного элемента реальности вы можете получить всю внешнюю реальность или какую-либо иную. То есть если мы рассмотрим принцип самого создания создателя, то этот принцип говорит о том, что достаточно знать элемент самого создания в структуре собственного сознания или духа, или души, например, тогда вся внешняя реальность построится так, как она может быть или как вы хотите ее иметь. Только потому, что путей внешних по достижению результата может быть бесконечное множество. То есть как бы обратный принцип построения, основанный на логике познания. Значит, это в качестве самостоятельной, опять же, практики, плюс мое пояснение. А дальше как раз возникает принцип исследования области познания, то есть как познание может развивать мир и может делать мир управляемым. Потому что здесь мы получили только лишь элемент познания, и этот элемент позволил сделать выводы, которые характеризуют, значит, ту ситуацию, которую я сейчас описал. В той части, о которой я рассказывал, о трех элементах, значит, по созданию элемента реальности, здесь эта часть, она как бы остается до вашей практики, и в задачах понимания этой части, значит, в том числе стоит задача понимания связи. Почему, вот, например, я перешел на элемент познания, ну, в принципе, выделив каких-то 3 элемента построения реальности. То есть понимание может быть многократным, при прослушивании лекции оно может меняться. Там, например, одно понимание или другой смысловой оттенок и так далее. Таким образом, я выделил область познания с точки зрения вашего сознания, и вот именно эта область, она характеризует путь, по которому вы можете только лишь познавая что-либо, то есть имея, вообще говоря, регистрационные даже системы, значит, восприятия, предположим, это может быть зрение, или это может быть, значит, ясновидческий какой-то элемент, но как только вы воспринимаете, само восприятие может быть сразу управляющим по моей технологии спасения, потому что, например, создатель, когда реализует, то есть строит миры, или там, когда он изначально построил мир в общем, при контексте отсутствия, например, времени, где все будущие события уже входили, то волна восприятия создавала уже управляемую реальность, например, восприятие создателя. Поэтому получается, что познание от восприятия — это и есть управление. Опять же, это во многом логический принцип разархивации информации. И получается, что если мы, например, имеем такую ситуацию, как в случае с создателем, то вы можете увидеть, где происходит управление на волне восприятия. То есть при этом это управление таково, что если мы, например, рассмотрим с точки зрения оптической модели, то, значит, информированность о текущем событии, она такова, что область управления идет по времени все время позже, и вы успеваете предпринять управление. То есть функционально это как бы достаточно простая задача на понимание, но вот так как вы занимаетесь созданием всех элементов реальности, включая
значит, информированность об области управления, потом еще промежуточная область создается, как управлять, а потом еще вводится импульс управления, все это происходит, получается, только в начальном импульсе управления, то есть когда вы что-то воспринимаете там либо физическим зрением, либо чувствами, либо ясновидением, и на этом базируется устойчивость макроконструкции, то есть, получается, всего мира. Тогда вы видите, что когда я сказал об устойчивости именно с точки зрения всего мира, то вы видите на конкретных примерах, например, взять дерево и рассмотреть процесс, предложим, того же фотосинтеза, то там, предложим, всего лишь навсего свет, казалось бы, да, оптический элемент реальности при соприкосновении дает принцип рождения жизни. Например, растения, которые, значит, в качестве света имеют источник энергии. Здесь, рассмотрев подобным образом свою систему восприятия, вы можете увидеть, что если вы в качестве информации имеете вечную жизнь, то вы можете информацию воспроизводить самостоятельно. Вот это вот логический ход, казалось бы, да, вот я строил логический или околологический процесс сейчас все время, но эту часть лекции надо отработать самостоятельно, хотя она, с одной точки зрения, она совершенно нелогическая, эта информация, но с другой точки зрения, я как бы на логическом уровне к ней подошел. Вот здесь вот будьте внимательны, соприкосновение логики с иррациональным, как бы нелогическим планом мышления, я его здесь вот провожу и, в принципе, хочу сделать автономной логическую область управления. При условии, что когда мы там работаем, идет распространение на все, скажем, иррациональные, то есть внешние области или внутренние. То есть в данном случае ту область логического типа, где, думая, вы имеете уже управление какой-либо отдаленной или приближенной, в общем-то, любой реальности, физической, информативной и так далее. То есть в этом случае управление будет заключаться в том, что вы просто думаете и в области обычной логики мышления, и это распространение распространяется с точки зрения устойчивости всей конструкции мира. Так вот, когда вы смотрите именно влияние импульсов внешней конструкции мира на логику управления, то видно будет вам, что логика складывается как, значит, сочетаемая величина из всех внешних элементов мира. Сочетаемая, то есть та величина, которая поддается осмыслению за какой-то определенный короткий какой-то, может быть, отрезок времени. Вот почему я ввел в эту лекцию обязательную функцию додумывания до уровня понимания, то, что вы здесь усилием сознания эту область просто создаете. И вот когда вы, например, вводите принцип управления от души, то в душе уже существует эта конструкция на уровне равновесной, как бы, гармонической системы по связи со всеми элементами реальности. Но так как у меня технология, она прикладная по существу с точки зрения макроспасения и индивидуального спасения, причем в любом сочетании событий, то сделать любое сочетание событий подконтрольным и более вот таким, чтобы каждая следующая итерация была более гармонизирована с учетом выполнения вот этой макрозадачи спасения, и при условии, что на самом деле не всегда в какой-либо ситуации, там, в каком-либо регионе, так скажем, мира, если так можно сказать, или в какой-то области, эта информация может быть благоприятной. То есть может быть спасатель, что он один действует там, или их немного, да? А при этом, при всем, следующая итерация должна улучшать позицию и в условиях тех, что как только спасатель объявляется, да, в зоне, где возможна деструкция, он же себя проявляет, и отсюда должна возникнуть волна, казалось бы, еще большего сжатия, там, нежели действовать внезапно. Да? Это, то есть, своеобразная, так скажем, война или своеобразные боевые действия, при котором обнаружение в виде противника, например, спасателя, все равно должно вызывать улучшение его позиции. Так, как бы в стратегическом плане такая задача, которая логически она мало выполняется с точки зрения стратегии боевых действий, потому что обнаружение вызывает сразу внимание и привлечение средств противника. Но в данном случае задача вашего сознания будет найти такой логический переход, где бы это реализовалось. Опять же,
самостоятельно. Значит, во многом просто я здесь расскажу принцип диспозиции, который в одном из проявлений, этот принцип проявлен в том, что вы, значит, меняете плоскость мышления на плоскость событий. И тогда реальность преобразуется так, что все, что заложено в мышлении, например, цель управления, она приводит к тому, что там противник из-за того, что он узнал, либо он там испугался, либо он сделал какие-то неверные действия. И почему я говорю о вероятностном, так скажем, варианте работы с учетом того, что возможен противник, то что здесь нужно опять же выделить логическую часть управления, чтобы она работала, в принципе, как бы иррационально. То есть логика говорит об одном, что так, например, может не происходить, а тем не менее вы должны на информацию так как бы перекрутить, чтобы логика работала иррационально, и вы наоборот увеличивали свои позиции и улучшали общую, и в том числе свою ситуацию. То есть, когда я говорю о понятии, опять же, поведения логического принципа в этой системе, в такой постановочной задаче, то по возможности понаблюдайте за развитием элемента логики в этих условиях. Просто задачу поставьте так же, прослушайте и введите элемент. Посмотрите, как работает автономная логика и каким образом она переворачивает пласт информации, чтобы получить задачу души, то есть достижение, например, спасения в любом случае. И когда вы, увидите управление, вы можете, в принципе, получить управление такого типа даже, что, например, когда я делаю цифровую обработку на основе, предположим, объективных средств диагностики, и когда видно, что, например, одна из таких побед освоенной, раковая клетка рассосалась или метастазы исчезли, то здесь происходит именно принцип такой, что логически посланная мысль в условиях коллективного сознания, что это невозможно, она все равно работает как система своеобразных перевертышей, что ли, преобразования пространства по типу смены направления вектора связи даже. То есть достаточно изменить вектор связи элемента реальности, и мы получим управление в целевом импульсе, который закладываете вектор на «вы». Вот здесь я приблизился уже к граничной системе, где иррациональный пласт, то есть внешняя реальность, взаимодействует с вашей логикой. То есть достаточно сменить на восприятие векторный тип. То есть сменить, в принципе, оптику управления за счет стабилизации, правильной стабилизации, например, уровня управления. И вы получаете, что вся внешняя волна, она сразу управляема, то есть та реальность начинает быть управляемой. Например, с точки зрения химических процессов, часто бывает, что достаточно в химических каких-то катализаторах, особенно в области катализаторов, ввести небольшой, казалось бы, элемент, и реакция катализации начинается. Здесь принцип такой же самый. Вам не надо охватывать часто всю систему, достаточно, например, некий катализатор с направленными свойствами. Да? Получается, смотря какой элемент кристалла мы вводим и что мы получаем. Вот в этом плане, предположим, когда я защищал работу, это доктора физмат-наук из Института физики Земли, было очень много вопросов, связанных с тем, как получается, когда они регистрируют на практике, что такой маленький кристалл погашает большую волну, большую магнитуду землетрясения, и при этом в чем здесь смысл управляющего элемента, то принцип точно такой. Я просто-навсего целевую функцию, подобную подобную плану человека, вкладываю или в целевому даже плану человека, вкладываю просто в пространство, где вся такая макроволна, так скажем, она просто рассыпается по типу, реакции, где работает катализатор, который рассыпает, например, эту область. И получается, что при этом, что самое характерное, очень достаточно интересное, противоречит физическим принципам явления, не остается трещин, при прохождении и практически мощного уменьшения волны не остается трещин, что даже если она проходит в этом месте с этой скоростью, например, трещины, как правило, от подземных взрывов они оставались.
А когда ставили этот датчик, то трещины не оставалось. То есть получается, что как бы работает фаза гармонизации, которая сохраняет как бы норму общепринятую, например, земля без трещин. И получается, что если мы имеем как бы такую характеристику управления, то вот эта вот вся охватываемость событий, она как раз исходит из области 3, о которой я сказал в начале лекции. Проективная часть всех элементов создает элемент реальности. Когда это свойство закладывается в кристалл, он в принципе просто функционально отрабатывает этот алгоритм и получает, что Земля, например, не трескается в зоне прохождения волны и в зоне гашения. Если мы как бы локально какой-то элемент берем на контроль или на преобразование. И получается, что вот так же, работая с сознанием, например, в принципе, все приборы, все эти устройства, которые я там делаю или разрабатываю, или которые уже созданы, они построены на простом факте наблюдения за работой сознания, и все. То есть, как бы я на самом деле не придумываю элемент какой-то с точки зрения того, что он существует как-то автономно. Я просто ставлю вопрос, в такой функции он работает, например, подобно или так, как работает сознание. Если работает, я, в принципе, просто строю на физическую модель, и она реализуется. И получается, что технология построения внешней реальности по принципу работы и управления через сознание, она такова, что можно построить, в принципе, получается, что любое, вообще говоря, необходимое, так скажем, количество, или вообще, в принципе, любое элементов, которые функционируют из задач сознания человека, следовательно, они в развитии его задачи улучшают. То есть, следовательно, как бы они не уничтожают человека как носителя сознания. И туда же входит и задача других там элементов реальности, животных, там, растений, так как рассматривая как часть человеческого сознания в определенном проявлении, мы можем таким образом сохранить развитию мира, дать соответствующий импульс, где логика влияет на все иррациональные, то есть, как казалось бы, неконтролируемые процессы реальности. Вот здесь вот я специально, дойдя до границы, где логика уже, казалось бы, я мог дать технологию ментального плана, дает управление внешним элементом реальности, и в принципе, вот у многих космонавтов, особенно там или пилотов, летчиков, испытателей, эта техника давала управление в любом случае, как только они на ограниченной области начинают работать. Как бы своеобразный возникает принцип четкой системности в управлении за счет того, что они видят стыковочную границу, где сознание сразу же влияет и точно влияет на реальность. Но как бы задача спасателя, она такова, что тот, кто не работает, например, в космосе или в экстремальных ситуациях, должен уметь делать сначала максимально по макрогармонизации, а потом, например, делать управление в частном варианте. Что, в принципе, делают и те же космонавты, но за недостатком времени у них это связующее звено там очень сжатое, они работают как бы иногда в жестком функциональном виде даже. Строя перед собой там систему экранов или систему объемных там сферических элементов и управляя. А в данном случае вы, естественно, это можете делать, но важнее, когда есть время, я специально на это перешел, на понятие, например, духовного принципа сознания. То есть я здесь показал работу духа, в принципе, в той же самой области. Хотя сказал, например, не какие-то особенные вещи, но, тем не менее, я показал, как работает дух. То есть мне важно, чтобы вы тоже видели, как работает дух с точки зрения, скажем так, духовного ясновидения. Проще, физическим зрением тела вы можете видеть, например, в зеркало соседний глаз, да, здесь то же самое. Элементом духа видеть работу духа. Задача лекционная в данном месте — это элементом духовного управления видеть работу духа. С точки зрения оптической системы это очень простая задача, на самом деле, что элемент какой-то несущий может быть просто-навсего таким, что соседний элемент будет виден или пересекаться как на уровне там фотонов, например, а
для работы духа вы должны видеть все-таки на уровне личностного восприятия. Таким образом, я перешел к такому понятию, как личностное восприятие. То есть восприятие вашей личности в том месте, где вы должны воспринимать. Получается, что надо осознать личность, как правило, это, в принципе, мгновенная самохарактеристика, которая возникает при постановочной части даже этого вопроса. Если мы говорим о том, что нужно иметь личностное восприятие, вы сразу выявляете, например, свою личность. И, как правило, вы ее выявляете полностью, а потом вы начинаете, например, может быть, какие-то части специально рассматривать. Да? В данном случае речь идет о том, что личностное восприятие, которое характеризует именно волевую характеристику, то есть почему вы принимаете такие решения, да, в данный момент. Здесь я, например, рассматриваю как объединение, компонент, например, духа, души, сознания, в общем-то, всех элементов реальности, не только тех, которые относятся к личности, но и тех, о которых, может быть, личность в данный момент не думает в силу своих установочных принципов. То есть, когда-то что-то человек сделал, но он считает, что это об этом не надо думать. Да? То есть, это нормально, или это, может быть, интересно другим, а у него другие уже задачи. И получается, что вот личностное восприятие касается и этих вопросов тоже. То есть, тех, которые вы, например, в данный момент бы не отнесли к характеристике личности, некое обучение в школе, в детском саду какие-то элементы, которые, казалось бы, уже освоены, но они формируют область общую. И вот задача восприятия, на уровне макроличностном, понимания, в том числе и тех элементов, которые, например, по теории буддизма, это реинкарнационные элементы, по генетическим уровням это какие-то материальные элементы. То есть все, что касается личностного плана, включая то, что потенциальная проблема существует, например, глобального макроуничтожения, и при этом личность должна что-то делать, и так далее. То есть по возможности выявите у себя совокупность элементов, где желательно, чтобы проявлялось восприятие в акте спасения. Именно сделать управляемым процесс подвода к вашему восприятию элементов внешней реальности. И вот когда я, например, эту технологию говорю, что вам нужно делать самостоятельно, вы при поиске этой технологии переходите от логической части в рациональную область собственной личности. И этот переход осуществляется в любом случае, когда только вы ставите вопрос поиска. Существует технология познание основано на том, что задача поиска рождает технологию на уровне духа, души. Ее можно, в принципе, со стороны посмотреть и увидеть, как ваше сознание, например, эти элементы развития проходит, или эти области восприятия она проходит, и мы получаем тогда результат управления, который, в принципе, при любом сочетании событийного плана, он всегда реализуется. В этой лекции я что хочу сказать, я как раз дал много вещей логических, которые нужно додумывать, и в принципе есть вещи, которые, каждый должен был стараться, и это было сделано, каждым по-своему, сразу понимать суть, до конца в том моменте, в котором лекция шла. То есть до того момента дотягивать уровень понимания. В качестве самостоятельной работы постройте на фоне этих лекций, например, включая эту, все лекции подряд, но в особенности та, которая сейчас, построить несколько методологических систем, которые бы ставили задачи и решали работать так, как делает создатель, первая система, причем в первом варианте надо работать очень быстро, например, в миллисекунды эту задачу решать. Решили, потом ее можно распаковать и посмотреть детали. И второе, что здесь, и одновременно, третье, то есть все остальные смысловые принципы, найти самостоятельно переходную область, для каждого она индивидуально будет в данном случае,
значит, которое характеризует то состояние, что мышление — это есть управление всей внешней реальностью в области, например, той, которую вы выделяете как управляющую. То есть, когда логическая процедура мышления сразу же реализуется в реальности. То есть, работа в реальном времени. При этом, значит, обратите внимание, что прежде всего, я здесь опять напоминаю, это макрорегуляция. Если вы захотите через такое управление, там, чтобы распустились, например, цветы зимой, то это общую систему гармонии не поддерживает эта система. То есть это гармоническое должно быть управление. Хотя, если вы обоснуете, что вам это нужно для развития системы спасения, вы можете это сделать. То есть вот поэтому здесь важно, значит, выбирать параметр, при котором гармоничность области не нарушается. Например, можно совершенно без напряжения сделать, поднять большой блок, сделать материализацию, при этом не испытывая вообще никакого напряжения. Но, например, часто, если вы, например, ставите мысль, что почему так, а почему, например, нет напряжения, то вы, в общем-то, потом можете ту же самую работу делать через большое напряжение, через большой труд. То есть в связи с этим старайтесь задачу решать так, как вам нужнее. Хотите испытывать знакомое напряжение от познания, как вы в школе где-то обучались, например, в высших учебных заведениях, вот, пожалуйста, вы можете, например, ставить и проходить, да? Но если вы считаете, что это не нужно, делайте без напряжения. То есть сразу делайте, за счет просто мышления в области управления. Значит, в связи с этим часто, например, ситуации, связанные даже с излечением от тяжелейших заболеваний, причем в массовом порядке, не вызывают усталости только потому, что область управления находится именно в той зоне, где сознанием не ставит задачи испытывать напряжение. То же самое касается, например, макроспасения, не взрыва ядерных станций и так далее. Но если хочется вернуться к знакомой области, например, по школе, когда вы кропотливо изучали уроки, тогда, в принципе, вы это просто как экран вводите, и вы это испытываете. Тогда вы можете сказать, да, вы хорошо поработали, утомились, и можно, например, сейчас с удовольствием отдохнуть. Значит, то есть, старайтесь, я почему очень все-таки долго, несколько раз эту область в этой лекции задеваю, потому что все зависит от вашего сознания. Как вы поставите задачу, так вы ее и получите на восприятие. Задача данной лекции при создании элементов, в том числе, как делает создатель, таким образом сформировать структуру своего восприятия, чтобы оно при восприятии любого элемента имело управление по системе спасения. То есть имело управляющую конструкцию. Но все равно, что если какой-то шар летит скажем, физический или информативный, то устройство, которое, информативное или физическое, которое вылавливает, всегда посылает в точно заданную характеристику этот шар. Таким должно быть ваше восприятие. Когда вы спите, когда вы действуете, но информация — это та система, при соприкосновении с которой везде получается обязательный уровень макроспасения и реализация ваших собственных событий. Значит, при этом определенный уровень событий должен быть реализован в любом случае. То есть вы можете выбрать тот спектр, который с точки зрения вашей души находится на том уровне, что он реализуется в любом случае, и вы должны его обязательно реализовывать всегда. В любом случае, при любом сочетании событий. То есть обязательно надо выделять спектр, где определенный ряд событий вы должны реализовывать всегда. Значит, и в связи с этим к следующей лекции вы уже приходите с тем, что восприятие таково, что если вы, например, вам нужно сформировать элемент реальности, то достаточно поработать просто с формой своего восприятия на уровне либо духа, но для начала можно на уровне ментальном, то есть то, что поддается форме, осмыслению. Там, где есть форма восприятия. Это, например, следующий элемент восприятия контролирует предшествующий, а предшествующий выполняет все то, о чем я сказал. Хотя, на самом деле, задача гораздо сложнее. Тот, который берет на себя функцию элемент, он является конструкцией той части сознания, которая называется восприятием, контролируемым восприятием, и при этом имеет множество связей, в том числе бесконечные связи. Тем не менее, свойства этого сегмента должны быть абсолютно управляемы. И он должен так лежать, что вы постоянно защищены, постоянно имеете управление всей внешней реальностью, например, внутренней до определенного уровня,
который вы хотите, значит, чтобы был управляем, там, например, созданный вами элемент. Потому что есть элемент связи с создателем или напрямую работа создателя, тогда вы можете этот элемент, в принципе, сделать только в основном управляющим внешними событиями, а не внутренними. То есть это на ваше усмотрение. Но вот именно меня интересует та форма у каждого восприятия, которая будет, значит, и которая рождает и создает ту реальность, которую вам нужно только от того, что эта форма, в принципе, возле вас лежит. Это своеобразный, что ли так, если так образно сказать, вот если едет, например, танк, то какие бы там патроны, например, свинцовые не стреляли, они все равно его не пробивают, там куда хочет, туда он и едет. А у танка форма просто такая, и броня, да? Принцип данной технологии такой, что вот создается такая форма, которая именно так и реализует реальность. Но в отличие от этой упрощенной в примерном варианте задачи, вы же должны еще так сделать, чтобы даже пуля не стрельнула, управлять всеми внешними, да, реальностями по этой задаче. Обратите внимание, в этой лекции очень много я построил конструкций духовных. То есть я построил срезы совершенно, как вот они стоят, как элементы духовного управления, я о них, в принципе, практически ничего не сказал. То есть 90 и более процентов в определенной части лекции это управление через духовную характеристику за счет того, что я давал словесную картину. То есть там слова и дух, они находятся в том контексте, что слова формируют определенный уровень духовного управления или развития духа. То есть развитие духа при наличии словесного уровня информации. Будьте здесь повнимательны. И как я объяснил, что проявление души в элементах создания мира, значит, на 100%, например, когда создается элемент, здесь технология ясна, должна быть изначально. То есть вы смотрите на этот элемент, и вам становится ясно. То есть я говорю, что душа правильно на 100% там, где создается элемент, а не от, например, следственных связей, там, контактных связей или от внешних элементов. Надо настолько долго смотреть в эту точку, так скажем, лекции, в эту точку знания, чтобы вы получили понятие ясность. В качестве самостоятельной также работы. Так как здесь много различных понятий в этой лекции, и в принципе эти понятия нужно прорабатывать, старайтесь выбирать проработку информативно. То есть там, где вы посмотрели и увидели, но не обязательно это пощупать на пальцах или там очень так уж долго одним и тем же заниматься, вы продиагностировали, что вы освоили элемент, да, идите дальше. Потому что элементов реальности очень много, и каждый из них прощупывать бывает, что не всегда для этого есть время с точки зрения восприятия. Поэтому если считаете, что какой-то элемент нужно осваивать долго, осваивайте долго. То есть обязательно в этой лекции примените принцип избирательности в изучаемом материале. Возможно, какие-то элементы вам покажутся совершенно знакомыми, и вам не нужно на них уделять много времени, да? Не уделяйте, идите дальше. Хотите, например, построить технику самостоятельно, которая бы давала вам то, что вам нужно в текущем варианте, тогда стройте и изучайте этот элемент. То есть меня интересует максимально творчество, что ли, ваше собственное по результатам данной лекции. Как только вы такой творческий процесс, он в принципе достаточно неоднозначный, потому что я вам не ставлю конкретных критериев или жестких задач. Тем не менее, как только вы, так скажем, потворите в рамках этой лекции, в идеологических рамках, так скажем, посмотрите вокруг себя и продиагностируйте собственную духовную сферу, то есть те элементы пространства, которые начинает занимать уже более развитый дух за счет технологии логического типа, получается технологии просто структуры сознания. То есть будьте повнимательнее и эту диагностику сделайте. И как только вы будете видеть расширение и увеличение духовной составляющей, например, в приближенном к телу пространстве, то считайте, что
вы, и так это и есть, вы получаете технику духовного управления за счет того, что вы контролируете развитие духа. А следовательно, вы можете структурировать ту информацию, которую мы относим к информации души, то есть делать структуризацию души. А дальнейшие принципы, они еще более глубокие, это очень глубокое внешнее управление и мгновенный вход и масса новых элементов, о которых вы уже посмотрите сами, и определенные вещи я расскажу.